Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас на ужин сеанс одновременной игры. Итак, я хочу приготовить салат и котлеты. Для салата овощи я варить сегодня не буду. Нарезаю кубиками морковку и где-то по полсантиметра. Также кубиками картошку и кубиком же свеклу. Выкладываю все это великолепие на противень для запекания. Немного крупной соли. Сбрызнуть маслом. У меня масло вот такое, очень удобно в баллончике распылять. Духовка 220-210 градусов, примерно 20-25 минут, режим вверх-вниз. Ну а тем временем приготовим фарш для котлет. Значит, смотрите, у меня есть тут половинка цукини. Часть у них такая толстая очень шкура. Я частично ее сниму и на терочке натрем. Сюда же одна луковица. Можете измельчить в блендере, можете мелко нарезать, можете натереть на терке. Если хочется поплакать, можно и на терке. В общем-то, когда я работаю с теркой, то мне быстрее там эту одну луковицу на терке же и натереть, чем начинать там с ножами возиться или с блендером. В общем, натерла. Одна картошина. Все это занимает ровно 3 минуты. Сюда же отправляем полкило куриного фарша. Сюда же 2 яйца, чайная ложка соли, чайная ложка паприки. Ну, в общем-то, специи те, которые любите. Укроп и петрушка нарежу сразу и для салата, и для котлет. Пару столовых ложек манки. Все хорошо перемешали. Оставим на 20 минут, чтобы манка разошлась. Ну и пока манка набухает, овощи допекаются, я могу настрогать все для нашего салата. У меня есть фасоль красная, консервированная, здесь 230 грамм. И в принципе всех остальных овощей я взяла примерно такое же количество, 1 к 1. Фасоль открываю и промываю. Зелень у меня уже нарезана, отправляю сюда фасоль. Банка соленых огурцов у меня 385 грамм, значит, мне примерно половину нужно нарезать сюда же кубиком. Получится у нас такой вариант запеченного винегрета. Быстро, просто и всегда вкусно. Ну и, пожалуй, половинку такой красной луковички тоже сюда отправлю. Как раз к этому времени прошло уже почти 20 минут. Будут готовы мои овощи. Пять минут времени на себя и будем вытаскивать овощи из духовки. Овощи готовы. Можете проверить ножом. Все мягкое. Осталось дать им остыть. И соединим с салатом. А пока овощи остывают, жарим котлетки по 3-5 минут с каждой стороны на среднем огне. Готовые котлеты накрываем крышкой, чтобы они доходили под собственным теплом. Котлеты прожарены, отпариваются под крышкой, овощи остыли, и я их отправляю в наш салат. По сути, это винегрет, вы уже все, конечно же, догадались, но с запеченными овощами. Кстати, картошку на оливье и морковку на оливье можете запекать точно так же. Вкус, ну, в общем, поймете, совершенно другой. Салат осталось заправить маслом. Я больше не солю, я солила овощи, есть здесь соленые огурцы. Но вы можете и посолить. Посмотрите, какой красивый, яркий, вкусный и, я бы даже сказала, полезный салатик у меня получился. Ну и, конечно же, давайте посмотрим, что у нас с котлетами. А вот они.
Абсолютно готовые, нежные, сочные. В общем, просто наслаждение. Ну что ж, давайте это все попробуем. Салат. Ну, вроде самый обычный банальный винегрет. Но из-за того, что овощи у нас запекались, они варились, у них нет вот этой воды, они более такие плотненькие. В общем, отлично, очень вкусно. Ну и, конечно, котлетки. Я-то знаю, какие они на вкус. Я-то знаю, что это очень вкусно. Вот эта зелень, картошка, кабачок, которые есть в нашем салате, они, знаете, в наших котлетках, они, знаете, делают эти котлеты такими немного весенними, немного летними. И вот зима, декабрь, почти Новый год, а я с воспоминаниями о лете. Правда, у нас и зима-то такая, не зима. Но, тем не менее, в общем, друзья мои, готовьте с удовольствием, кормите себя, родных, друзей, близких. Пусть в вашем доме всегда будет хорошее, вкусное настроение. С наступающим Новым годом. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.